Привет, это майор в отставке. Сегодня поговорим о том, как защитить ваш смартфон от слежки со стороны российских приложений и, следовательно, от российских властей. Это в продолжении моего последнего видео о том, что российские приложения превратились в шпионов и собирают информацию о вас из вашего же телефона. Поговорим не вообще абстрактно, а о реально полезных вещах. О песочницах, о вторых профилях, о Shelter, о Private Space, о том, как сделать так, чтобы подозрительные приложения не жили на вашем телефоне рядом с вашим VPN, вашими приватными мессенджерами, вашей почтой, вашими паролями и всей вашей жизнью. Но также о том, в чем отличие в плане безопасности айфона от телефона на Android. Вы же знаете, все это возникло как когда-то на первом этапе, на заре интернета, как спецпроект ЦРУ США, и что ж там, вот так и развивается. Друзья, в отличие от множества других каналов, я не прошу вас донатить мне и не загрязняю свои ролики какой-то там дешевой рекламой. Главное, чем вы можете мне помочь, это досмотреть это видео до конца, поставить лайк ему, поделиться им, чтобы эту информацию узнали другие люди, и, разумеется, подписаться на этот канал, если вы все еще не сделали этого. Итак, вперед, поехали. После прошлого моего видео многие наконец-то поняли простую вещь. Российские приложения на Android — это не просто безобидные иконки. Это потенциально очень любопытные и опасные твари. Они могут интересоваться, что еще у вас установлено, например, на телефоне, могут проверять, есть ли у вас VPN, могут собирать информацию о телефоне, о сети, о вашем поведении. Если вы держите это все в одном общем профиле, то сами превращаете свой смартфон в проходной двор и в мини-сорм от ФСБ в кармане. Люди часто думают так: я же не дал приложению доступ к микрофону, камере, значит, все нормально, типа. Нет, проблема не только в микрофоне или камере. Проблема в том, что приложение может собирать вокруг себя целую картину. Кто вы, чем пользуетесь, насколько вы осторожны, есть ли у вас VPN, какие мессенджеры стоят, что за устройство, какая сеть, какие привычки. По отдельности это может выглядеть как мелочь, но из таких мелочей собирается профиль человека, а затем и досье. И вот здесь начинается главное. Если у вас Android, то нужно перестать воспринимать телефон как одну общую кастрюлю, куда вы сваливаете все подряд. Банковское приложение, госуслуги Max и Signal, Telegram и VPN. Какие-то другие российские сервисы. И все ваши приватные приложения варятся вместе с помоями от государства в одной кастрюле, в одном ведре. Так смартфон использовать нельзя, если вы вообще думаете о безопасности. Нормальный подход другой. Российским приложениям, если у вас нет возможности установить их на отдельный смартфон, доверять нужно ровно так же, как карманнику, которого пытаются поселить к вам в одно жилье. То есть карманнику, который должен жить с вами в одной квартире. Вряд ли вы согласитесь с таким соседом, если знаете, чем он занимается. Чего ты там опять натворил? Ничего. Да вот кошелек у гражданки украл. Кошелек, какой кошелек? Вот и здесь с приложениями нужен тот же принцип. Не доверяешь приложению, не селишь его рядом с важными вещами. Для этого на Android есть несколько решений. Первое – это отдельный рабочий профиль. Его часто делают через приложение, например, Shelter для Android. Это такая бесплатная штуковина, которая дает возможность создавать песочницу в телефоне, используя рабочий профиль. Второе – это Private Space, если у вас новый Android. А эта штуковина – это встроенная функция безопасности, начиная с Android версии 15, создающая изолированную, защищенную паролем область для скрытия приложений, фото и документов. Она работает как независимый профиль. Данные внутри не видны из основной системы, а уведомления оттуда не поступают, когда пространство заблокировано. Третье – это второй пользователь, то есть фактически второй отдельный профиль телефона. И вот это уже не шаманство какое-то, не магия, а нормальная архитектура защиты, безопасности. Сейчас объясню простым языком. У Android и так есть встроенная изоляция. Приложения по умолчанию не должны просто так лазить в данные друг друга. Это и есть базовая песочница. То есть каждое приложение сидит как бы в своей клетке, но проблема в том, что многие люди понимают это слишком буквально. Им кажется, раз такая условная клетка есть, значит все можно расслабиться. Нет, эта клетка не бетонный бункер, это простое базовое разделение. Но внутри одного общего профиля приложения все равно могут много о вас узнать и понять. Не напрямую украсть переписку из другого приложения, а собрать
косвенную информацию. Какие приложения стоят, какие службы активны, какая сеть используется, есть ли у вас VPN. И этого иногда уже достаточно, чтобы сделать о вас нужные выводы определенным структурам. Проще говоря, вы впустили вора в дом, он остался в прихожей, не зашел в вашу спальню, и вы не дали ему ключи от вашего сейфа. Но он все равно может стоять и в прихожей, смотреть, где находится ваш сейф, где вы оставляете ключи, сколько комнат у вас в доме. Посмотреть на обувь, на одежду, на мебель, на аппаратуру у вас в доме и понять, у вас очень много и ценное для него. Вот почему простая выдача или невыдача разрешений не всегда спасает. Нужен следующий уровень защиты. Идея очень простая. Если приложение потенциально опасно, его надо не просто ограничить, его надо отселить подальше. Не в соседний угол комнаты, а в отдельное помещение с отдельной дверью. Вот что дают профили. Начнем с Shelter, потому что про него спрашивают чаще всего. Shelter – это приложение, которое помогает создавать на Android так называемый рабочий профиль. По сути, это отдельная зона внутри телефона. Не второй телефон, конечно, но уже и не одна общая свалка. Туда можно установить отдельные копии приложений. Например, вы можете оставить в основном профиле нормальную жизнь, сигнал, почту, VPN, заметки, менеджер паролей. Ну а в рабочий профиль отправить все сомнительное. Российские приложения вроде ВК, Макса, Яндекса и прочей фигни. Приложения, которым вы не доверяете. Навязанные сервисы, все то, что вам может быть нужно иметь на телефоне, но чему нельзя давать жить рядом с остальными нормальными приложениями. Почему это полезно? Да потому что это уже не одна общая куча какая-то. Вы ставите перегородку между вашими приватными данными и всякими помойками, которые собирают и передают в ФСБ информацию о вас. Сбер требует доступ к контактам. У кого-то это вызывает опасения, и в обычной ситуации совершенно справедливо. Но в нашем случае мы запускаем приложение Сбера не в основной среде телефона, а внутри Shelter, в отдельном рабочем профиле. А там список контактов у нас пустой. Поэтому доступ к контактам можно дать спокойно. Хотят изучать контакты? Пожалуйста. Пусть изучают пустоту. Приложение в рабочем профиле живет отдельно. У него свои данные, своя среда, и главное, его можно выключать целиком вместе с профилем. Вот это очень важный момент. Не просто там, оно у меня стоит, я им редко пользуюсь, нет. Хоть бы стояли уже, ладно. Вы можете реально поставить рабочий профиль на паузу, и тогда приложения там перестают работать, перестают слать уведомления, перестают жить своей подозрительной фоновой жизнью. Shelter позволяет некоторые приложения еще и замораживать, то есть буквально выключать их до тех пор, пока вы снова сами не откроете их. И это правильная логика. Нужно приложение, включил, сделал что надо, закрыл, выключил профиль или заморозил приложение. Все. А не так, как делают многие. Установили российскую цифровую помойку, выдали ей все, что можно, и потом ходят с ней месяцами в кармане, как с включенным жучком и маячком. Отечественная цифровая платформа Max с 1 сентября войдет в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства. Такое распоряжение на этой неделе подписал Михаил Мишустин. Но здесь есть важная оговорка. Shelter и рабочий профиль – это хороший компромисс. Именно компромисс. Не абсолютная крепость, но компромисс. Почему? Да потому что рабочий профиль сделан прежде всего для удобства, чтобы человек мог пользоваться и лично, и рабочей частью телефона одновременно. То есть это не режим полной изоляции, а режим отдельной зоны, но внутри одного устройства. И тут есть ловушка, о которой многие не знают. Иногда между личным и рабочим профилем можно разрешить связь для некоторых приложений. То есть, грубо говоря, вы сами можете проделать дверь в стене, которую только что построили. И вот это типичная человеческая глупость. Сначала человек говорит: «Я хочу защищаться». Ну а потом ставит профиль, а потом ради удобства начинает включать обмен данными между одним и другим профилем. Разрешать связи, передавать что-то туда-сюда, и в итоге получается не стена, а дряхлая ширма. Поэтому запомните простое правило. Если вы делаете отдельный профиль ради безопасности, не надо потом ради лени и удобства превращать его в проходной двор. Чем меньше связи между профилями, тем лучше. Теперь Private Space. Это вообще очень интересная вещь. На новых Android появился встроенный личный сейф, так называемый, для приложений. И вот это, на мой взгляд, для многих обычных людей может быть даже удобнее, чем Shelter. Есть обычная часть телефона, там ваша повседневная жизнь, а есть
Private Space – закрытое пространство, куда можно убрать отдельные приложения. Самое главное, когда это пространство заблокировано, приложения внутри него фактически перестают жить активной жизнью. Они скрываются, не светятся в уведомлениях, не торчат на экране, не работают в фоновом режиме. То есть это уже отдельная закрытая зона. По-человечески это можно объяснить так. Шелтер – это как отдельная комната в квартире, ну а Private Space – это уже сейф внутри квартиры. Пока сейф закрыт, то, что внутри, не должно шевелиться и говношиться. И вот для подозрительных приложений это очень хороший вариант. Например, если вам зачем-то нужно держать на телефоне одно-два токсических приложения, которыми вы пользуетесь редко. Открыл, воспользовался, показал, затем закрыл, снова заблокировал. Отличная схема. Но и здесь есть ограничения. Если приложению нужны постоянные уведомления, фоновая работа, регулярная активность, Private Space может быть неудобен, потому что смысл его как раз в том, что в закрытом состоянии он все это глушит. Это, кстати, хорошо, потому что если цель не комфорт для приложения, а ваша безопасность, то именно так и должно быть. Теперь самый жесткий вариант – это второй пользователь. Вот это уже по-настоящему серьезная история. Не рабочий профиль внутри вашего основного пространства, а фактически отдельный пользователь на телефоне. Почти как два разных телефона в одном устройстве. В одном профиле у вас может быть нормальная жизнь, чистая, частная, основная. Во втором все грязное, сомнительное, навязанное, токсичное и опасное. И вот такой вариант я считаю самым сильным из обычных штатных способов защиты на Android, если у вас нет возможности использовать второй телефон. Да, он менее удобен, да, между пользователями нужно переключаться постоянно. Да, это не так красиво и быстро, как открыть еще одну иконку, но с точки зрения безопасности это уже намного серьезнее, потому что здесь речь идет не просто о какой-то дополнительной папочке, а о другой пользовательской среде. Другими словами, если рабочий профиль – это сейф внутри квартиры, то второй пользователь – это уже отдельная квартира, но на том же этаже. Если у человека действительно есть риски, политическая активность, эмиграция, давление, интерес со стороны спецслужб и реальная угроза цифровой слежки, я бы вообще смотрел прежде всего именно в эту сторону. Потому что удобство – это приятно, но безопасность она важнее. Особенно, когда речь идет о приложениях из страны, где государство давно превратило цифровую среду в инструмент контроля. И здесь, кстати, важно отдельно сказать пару слов про iPhone, потому что там логика защиты немного другая. В двух словах. На iPhone базовая изоляция приложений жестче, чем на обычном телефоне с Android, но у пользователя там почти нет такой же гибкости, чтобы развести чистое и грязное по разным профилям. На Android для этого есть второй пользователь, рабочий профиль через Shelter или Private Space. У iPhone логика другая. Ставка делается не на несколько отдельных пространств, а на более жесткую песочницу, а также на блокировку и скрытие приложений. Но если человек находится под серьезной угрозой слежки, для этого у iPhone, у Apple есть еще специальный режим усиленной защиты – Lockdown Mode. Поэтому, на мой взгляд, iPhone гораздо безопаснее, чем смартфон на Android. Теперь давайте к практическому вопросу. Что лучше выбрать? Отвечаю прямо. Если у вас новый Android, и вам нужно просто убрать подозрительные приложения куда-нибудь подальше, чтобы они не жили рядом с основной жизнью, Private Space очень хороший вариант. Если вам нужна более гибкая схема, вы хотите пользоваться этими отдельными приложениями чаще, но все же держать их отдельно, Shelter и рабочий профиль подойдут отлично. Если у вас высокий уровень риска и вы хотите наиболее жесткую бытовую изоляцию в рамках одного телефона, второй пользователь – это лучше. Но если риск очень высокий, то я скажу еще прямее. Лучшее решение не второй профиль, лучшее решение – это второй телефон, потому что самый надежный способ не смешивать грязное и чистое – это не смешивать их физически вообще. Да, это не совсем удобно, да, это расходы, но иногда это правильнее, чем пытаться на одном устройстве совместить нормальную жизнь и цифровой шпионский мусор, который может работать на спецслужбы, как СОРМ. Теперь важный вопрос про VPN. Многие думают так: у меня же на телефоне включен VPN, значит, все защищено? Нет, не все так просто. Это одновременно и так, и не так.
Все, что идет по туннелю VPN, действительно защищено шифрованием. Кроме того, ваш реальный IP-адрес становится скрыт. VPN – это защита только от трафика и вашего IP-адреса. Но проблема в том, что токсичное российское приложение может понять, что VPN включен. Не увидеть все, что вы через него делаете, но сам факт наличия VPN для приложения не будет являться тайной. И это важно, потому что уже сам факт того, что у человека стоит VPN, для некоторых систем может быть интересен. Особенно в атмосфере, где государство давно превратилось в параноидальную машину контроля. Еще одна важная деталь. Если у вас разные профили, то и настройки внутри них могут быть тоже разными. То есть не надо думать, что вы один раз поставили VPN в основном профиле и этим автоматически обеспечили VPN в другом. Профили – это отдельная зона, и сеть внутри него тоже нужно проверять и настраивать отдельно. Это важная бытовая мелочь, о которой люди часто забывают. Теперь давайте я дам самую понятную схему. Как бы я советовал организовать телефон обычному, осторожному человеку. В основном профиле оставляйте все, что для вас важно и чему вы доверяете. Основной мессенджер, основную почту, основной VPN, пароли, фото, документы, личную жизнь. В общем, все, что вы не хотели бы показывать государству. Отдельно создаете зону для грязных приложений. Туда отправляете все российское, сомнительное, навязанное, не вызывающее доверия. Если пользуетесь этим редко, лучше Private Space. Если чаще, Shelter или рабочий профиль. Если риски высокие, второй пользователь. И дальше главное правило. Не таскать между этими зонами лишние данные. Не надо входить в подозрительные приложения теми же аккаунтами, которые вы используете в основной жизни. Не надо пихать туда все основные контакты. Не надо туда же ставить основной менеджер паролей. Не надо ради удобства превращать безопасность в грязный сарай с раздолбанной дверью. У защиты есть одна неприятная особенность. Она требует дисциплины. Люди любят искать волшебную кнопку, чтобы нажал на нее и все. Никакой слежки, никаких рисков. Так не бывает. Безопасность – это не кнопка, это привычка. Привычка отделять важное от опасного. Привычка не держать все в одной куче. Привычка не доверять приложению только потому, что у него красивая иконка и его вам кто-то навязал как обязательный сервис. И еще один важный момент. Никакой профиль не делает вас невидимкой. Если вы сами дали приложению слишком много прав, если само устройство скомпрометировано, если прошивка кривая, если вы входите везде под одними и теми же аккаунтами, если вы сами тащите данные из одной зоны в другую, никакой шелтер не спасет. Но, и это ключевое но, все эти профили все равно в разы лучше, чем тот наивный сценарий, где у человека на одном телефоне, в одном профиле живут VPN, сигнал, переписка, документы и какая-нибудь очередная российская помойка вроде Макса, которая очень хочет понять, кто вы такой и чем занимаетесь. Это как минимум безответственно, но в некоторых случаях просто опасно. Поэтому мой совет очень простой. Первое. Проведите ревизию вашего телефона. Посмотрите, какие приложения у вас стоят и какие из них вы реально не хотите держать рядом с основной жизнью. Второе. Выберите модель изоляции. Private Space, Shelter или второй пользователь. Третье. Перенесите туда все сомнительное. Четвертое. Минимизируйте связи между профилями. Пятое. Не держите токсичные приложения постоянно активными. Открыли, использовали, выключили. Вот это и есть взрослая модель использования Android в опасной среде. Не доверяешь – изолируй. Не можешь изолировать – убирай с телефона. Не можешь убрать – хотя бы не держи рядом со всем важным. И в завершение скажу главное. Сегодня смартфон – это не просто телефон, это ваш архив, ваши связи, ваши маршруты, ваши привычки, ваши документы, ваши пароли. Ваши разговоры, ваша политическая позиция, ваша личная жизнь. И когда вы ставите на одно устройство сомнительное приложение, вы не просто устанавливаете программу, вы пускаете в свой дом чужого наблюдателя. В современной России цифровая гигиена – это уже не прихоть параноика, это обычная самооборона. У меня на этом все. Это был майор в отставке. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ждите новых интересных и полезных выпусков на моем канале. Но для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал. Ссылки все в описании. Там много чего интересного и полезного. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.